Банкротство физических лиц. Самые полезные советы для должника. С 2015 года, когда у граждан появилась возможность признать себя банкротами, через эту процедуру, по данным статистического бюллетеня ЙОФРСП, уже прошло более 282 тысяч человек. Это не так много, но важно знать другое: в 95% должники инициируют дело о несостоятельности сами. Банкротство может оказаться очень выигрышным для неплательщика. Плюсы банкротства. Для многих людей в трудной финансовой ситуации несостоятельность становится настоящим спасательным кругом. Можно списать абсолютно все долги перед кредиторами, в том числе займы по распискам. Будут погашены задолженности по налогам, сборам и штрафам. Заемщиков суд освободит от кредитной нагрузки и ответственности за все просрочки по кредиту. Если должник уже проиграл кредиторам какое-то дело в суде, то все исполнительные производства будут отменены, а аресты в отношении имущества сняты. Правда, некоторые долги не подлежат списанию, прежде всего это относится к алиментам и обязательствам по возмещению вреда жизни и здоровью. А если должник является ИП, то он и после признания банкротом будет должен погасить перед своими работниками долги по зарплате и выходным пособиям. Не списываются также субсидиарная ответственность контролирующих лиц, убытки юридическому лицу, причиненные умышленно или по грубой неосторожности и так далее. Пункты 5 и 6 статьи 213-28 Федерального закона от 26 октября 2002 года номер 127 ФЗ о несостоятельности, банкротстве. Далее, Закон о банкротстве. Минусы банкротства. Конечно, у банкротства есть и отрицательные стороны. Самое главное – это необходимость отвечать по долгам своим имуществом, в том числе накоплениями на счетах. Имущество должника, за некоторыми исключениями, войдет в конкурсную массу и будет реализовано с торгов, а вырученные средства поступят кредиторам. Кроме того, в течение 3 лет после признания банкротом нельзя занимать руководящую должность в любой организации. Для банков и НПВ этот срок дольше 10 и 5 лет соответственно. Наконец, в течение 5 лет после признания гражданина банкротом он обязан предупреждать об этом банк, если захочет взять кредит. В такой же срок запрещено снова инициировать дело о своем банкротстве, статья 213-30 Закона о банкротстве. На этом все, других последствий для гражданина-банкрота нет. Как проходит банкротство? Подать заявление о признании должника банкротом может как сам гражданин, так и его кредиторы, а также налоговая инспекция. Более того, должник обязан это сделать, если общая сумма его долгов превышает 500 тысяч рублей. Если же общий размер задолженности меньше, но гражданин знает, что средств для погашения долга у него явно недостаточно, он все равно вправе обратиться в суд для признания себя несостоятельным, статья 213-4 Закона о банкротстве. Еще один вариант, который появился с 1 сентября 2020 года, это признать себя банкротом во внесудебном порядке, для чего нужно подать заявление в МФЦ. Внесудебное банкротство возможно при наличии двух условий. Во-первых, сумма задолженности составляет не менее 50 тысяч и не более 500 тысяч рублей. А во-вторых, кредиторы должника уже выиграли как минимум один спор в суде, передали исполнительный лист приставам, а те прекратили производство, поскольку у должника нет имущества для погашения долга, статья 223-2 Закона о банкротстве. После того, как суд принял документы и возбудил дело, может быть несколько вариантов введения реструктуризации долгов либо признания заявления о признании должника банкротом необоснованным, часть 1 статья 213-6 Закона о банкротстве. Реструктуризация вводится, когда у человека есть стабильный доход, который позволит постепенно рассчитаться с кредиторами по новому плану и содержать при этом себя и семью. Есть и другие условия: за 5 последних лет человека не признавали банкротом и у него нет непогашенной судимости за экономические преступления, пункт 1 статья 213-13 Закона о банкротстве. После того, как реструктуризация началась, все свои расходы должник должен будет сначала согласовывать с финансовым управляющим. Свободно тратить разрешено не более 50 тысяч рублей в месяц, чтобы покрыть расходы на жизнь. Абзац 3 пункт 5.1 статья 213-11 Закона о банкротстве. Если реструктуризация по каким-то причинам невозможна или гражданин регулярно нарушает ее условия, наступает следующая стадия банкротства – реализация имущества и расчеты с кредиторами, абзац 4 пункт 1 статья 213-24 Закона о банкротстве. Существует еще одна возможность – заключение мирового соглашения, которое должно быть одобрено на собрании кредиторов и утверждено судом, часть 12 статья 213-8, статья 213-31 Закона о банкротстве. Что происходит с имуществом должника?
Долги погашаются за счет всего имущества должника, квартиры, дома, машины, дачи, земельных участков, денег на счетах и так далее. Но нельзя сказать, что после банкротства у человека не остается никакого имущества. Так за ним сохраняется его единственное жилье. Правда, если квартира или дом находятся в ипотеке у банка, в конкурсную массу они все же войдут, пункт 3 статья 213-25 Закона о банкротстве, поэтому таким должникам следует оценить все за и против перед тем, как признавать себя банкротом. Редко обращают взыскания на мебель, технику, одежду, предметы интерьера и прочие личные вещи, если только это не предметы роскоши или дорогие украшения. Что касается автомобиля, то по общему правилу с ним придется расстаться. Исключение возможно, если должник сумеет убедить суд, что машина нужна ему для работы, например, если он трудится экспедитором, водителем или курьером. Останется автомобиль у инвалидов, неважно, используют они его в профессиональной деятельности или нет. Что происходит, если у должника мало имущества для погашения всех долгов или его нет совсем? Тогда его задолженность перед кредиторами считается погашенной, пункт 6 статья 213-27 Закона о банкротстве. Но на это не стоит надеяться тем, кто ведет себя недобросовестно, например, представляет ложные сведения при оформлении кредита, либо скрывает или уничтожает свое имущество, чтобы оно не досталось кредиторам, пункт 4 статья 213-28 Закона о банкротстве. Если же гражданин перед банкротством, например, подарил свою квартиру родственнику, такая сделка будет оспорена, а недвижимость возвращена в конкурсную массу, статья 213-32 Закона о банкротстве. Финансовые управляющие и представители должника. Финансовый управляющий участвует в каждом деле о банкротстве гражданина. Он координирует банкротные процедуры и следит за соблюдением закона всеми их участниками, выявляет имущество должника, оценивает его и обеспечивает сохранность, организует собрание кредиторов и отчитывается перед ними о ходе банкротства, контролирует выполнение плана реструктуризации долгов, реализует имущество банкрота и так далее. Статья 213.9 Закона о банкротстве. В заявлении о признании должника банкротом указывается только саморегулируемая организация, из числа членов которой должен быть утвержден финансовый управляющий. Выбрать конкретную кандидатуру конкурсный кредитор, уполномоченный орган и должник не могут. Пункт 4 статья 213.4, пункт 3 статья 213.5 Закона о банкротстве. Но Верховный суд РФ подчеркнул, что должник вправе ходатайствовать о конкретной кандидатуре финансового управляющего. Пункт 16 постановления Пленума Верховного суда РФ от 13 октября 2015 года. Номер 45 о некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности и банкротстве граждан, причем специалисты рекомендуют так и поступать. А вот участие профессионального юриста на стороне должника не обязательно. Но им тоже не рекомендуется пренебрегать, чтобы все документы были составлены правильно, сроки не нарушены, а интересы должника соблюдены. Именно юрист проследит, чтобы банки предоставили достоверную информацию о должнике, а кредиторы воздержались от неправомерных действий. Грамотный юрист в процедуре банкротства гарантирует, что должника перестанут тревожить банки и коллекторы. Клиенту не придется общаться и с другими кредиторами, это возьмет на себя представитель. Долги при наличии возможности будут реструктуризованы. Если такой возможности нет, то все кредиты, займы по распискам, микрозаймы, долги по ЖКХ, налогам и так далее будут списаны полностью. Банк вернет комиссию и страховку по кредиту. Если дело дойдет до реализации имущества, она будет проведена с максимальной выгодой для должника. В суде все интересы должника будут защищены и так далее. Для людей, испытывающих серьезные трудности с финансами, банкротство действительно может стать спасением и обеспечить освобождение от долгов. Самый эффективный путь – доверить ведение этой процедуры профессионалу. Если юрист окажется грамотным, можно будет, например, оспорить некоторые требования кредиторов или увеличить ежемесячную сумму на повседневные расходы.